Здравствуйте! В этом видео мы обсудим СИБР – синдром избыточного бактериального роста. Его симптомы таковы: вздутие живота из-за газов, метан, водород, сероводород. Они образуются в ходе избыточного брожения, когда бактерии потребляют слишком много пищи, клетчатки. Отсюда все эти газы, которые причиняют боль. В итоге у вас обильное вздутие, иногда запоры, иногда диарея. И вот в чем причина этой проблемы. Нормой будет, если в желудке очень кислая среда, от 1 до 3, и бактерии там вообще не должны расти. Точнее, немного бактерий там может быть, но только немного. Тоже с тонким кишечником. Это не то место, где должен происходить обильный рост микрофлоры. Основной ее рост должен происходить в толстой кишке. Итак, у нас есть желудок, тонкий кишечник длиной около 7 метров. Затем идет толстая кишка длиной в 1,5 метра. Вот где у нас все бактерии. СИБР — это когда бактерии размножаются в тонком кишечнике, а иногда даже в желудке. Если в желудке очень кислотная среда, это убьет все бактерии. И базовой причиной, лежащей в корне этой проблемы, зачастую бывает нехватка соляной кислоты. А это бывает от антибиотиков, антацидов, от вредной еды, от переизбытка щелочной воды, от пищевой соды, у которой щелочная реакция. Все это может нейтрализовать кислоту в желудке. Что же происходит? В норме функция кислоты — убивать бактерии в съеденной пище, но они остаются живы, попадая в тонкий кишечник, и начинают в нем расти. Многие продукты, которые вы едите, например, овощи и даже некоторое мясо, содержат в себе бактерии, которые должны уничтожаться еще в желудке. Иначе они начинают расти в тонком кишечнике. У этого может быть и много других причин. Например, частые приемы пищи. Если вы едите слишком много, вы не даете своему организму возможности отдохнуть и очистить толстый кишечник между приемами пищи, потому что вы непрерывно перекусываете, и это может привести к описанной ситуации. Особенно если у вас запор, пища просто залеживается внутри, и бактерии начинают расти. Проблема вот в чем. Если слишком много бактерий находятся в неправильном месте, они будут конкурировать с пищей, которую вы едите. В норме сильная кислота должна стимулировать белковые ферменты для расщепления белков в желудке. Затем еда идет в тонкий кишечник, и уже поджелудочная выпускает свои расщепляющие ферменты, а желчный пузырь выпускает желчь для расщепления жиров. И все это действует совместно. Затем питательные вещества абсорбируются внутренней поверхностью кишечника. Но бактерии начнут поедать эти питательные вещества, оставляя вас ни с чем, и у вас развивается истощение. Это большая проблема. От одного этого у вас может быть много других симптомов, особенно связанных с жирорастворимыми витаминами. Нехватка витамина А для глаз, витамина D, витамина К. Симптомов может быть масса. Вот более-менее простое объяснение процесса, который происходит. Итак, вот чего делать нельзя. Чего делать не надо, это добавлять клетчатку для питания бактерий. Бактерии питаются клетчаткой, а также сахаром. Сахар, разумеется, нам тоже нельзя. Не следует садиться на диету, богатую клетчаткой. Нужно придерживаться диеты с меньшим количеством клетчатки. Даже овощей стоит есть меньше, чем раньше. Лишь совсем чуть-чуть, потому что нам не нужно продолжать эту подпитку. Не стоит также добавлять пробиотики или бактерии, у нас и без того их избыток. Итак, клетчатка и пробиотики здесь навредят. А вот что делать надо. Интервальное голодание. Конечно, я предполагаю, что вы знаете про здоровый кетоз. Это само собой разумеется, ведь добавлять сахар нельзя. Интервальное голодание очень важно. Оно даст вашему организму возможность вычистить остаточные частицы еды из кишечника между приемами пищи. Организм так и работает, а голодание поможет ему вывести все отсюда. Этот пункт исключительно важен. Второе. Повысьте кислотность желудка. Чем? Яблочным уксусом. Его можно принимать в таблетках. И бетаин-гидрохлорид. Оба вещества в больших количествах. Их можно достать вместе в одной таблетке. Я дам ссылку на подробную информацию, но я бы принимал штук 8-9 каждый раз с едой.
Кажется, что это много, но на самом деле нет. У вас станет больше кислоты, и это вам очень поможет. Ведите по возможности спокойную жизнь, потому что стресс нарушает нормальные процессы и вредит их протеканию. Смотрите, пищеварением управляет парасимпатическая нервная система или система «отдыхай и переваривай». При стрессе ее подавляет симпатическая система, механизм «бей или беги». Поэтому надо вести жизнь, в которой минимум стресса. Некоторым людям уже одно это помогает исправить ситуацию. Четвертое. Надо употреблять в форме таблеток гвоздику, чеснок и орегано. Они очень хорошо помогают наладить баланс хороших и плохих бактерий. Если вы подозреваете, что у вас СИБОР, попросите врача провести анализ, чтобы установить, есть ли он у вас. Они делают определенный анализ, при котором у вас берут образец выдыхаемого воздуха и анализируют его состав. Что ж, спасибо за просмотр.